А перед началом видео рекомендую подписаться на наш канал, нажать на колокольчик. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Впервые на нашем канале рубрика «Автомобили с пробегом». И первый выпуск посвящается автомобилю Mercedes-AML в 163-м кузове. Присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Mercedes-AML был желанным автомобилем в каждой семье. Громкий дебют в парке юрского периода. Огромные очереди желающих обзавестись первым мерседесовским кроссовером. Вскоре после дебюта призер конкурса North America Truck of the Year. Но Mercedes-AML первого поколения очень сильно разочаровал поклонников марки, и исправлять эту досадную оплошность заводу пришлось все последующие годы выпуска этой модели. Чем позже, тем лучше. Вот золотое правило при покупке ML с индексом W163. Нет, общих рекомендаций по выбору бэушки никто не отменял, но в случае с ML действительно есть смысл переплачивать за год выпуска, потому что все проблемы компании Mercedes-Benz решала по ходу производства, постоянно модернизируя и улучшая свой дебютный кроссовер. Именно поэтому, если ML вам действительно нравится, настоятельно рекомендуем брать автомобиль исключительно после рестайлинга. Досадных косяков у него гораздо меньше. Все цены на этот автомобиль смотрите на сайте Авто.ру. Ссылку я оставил в описании под видео. Переходите по ней. В первую очередь это касается интерьера. На первых экземплярах изумление вызывало качество и сборки материалов. Что тут говорить, если во время первых тестов новинки журналисты, не стесняясь, писали о несуразно больших зазорах между панелями и постоянных скрипах. После рестайлинга и сборка, и материалы стали заметно лучше, хотя их все равно нельзя назвать эталонными на фоне, скажем, того же BMW X5. Поскольку ML хоть и кроссовер, но все же имеет равную основу, то пол в салоне немного высоковат, что, впрочем, совершенно не мешает пассажирам удобно расположиться. Плюсом также можно отнести то, что задние сиденья сдвигаются. Правда, плюсов это доставляет только грузовместимости автомобилю Mercedes-AML. А здесь ему есть чем похвастаться. В обычном положении объем багажника составляет 615 литров. Если же по отдельности сложить еще и спинки задних сидений, то можно получить до 2200 литров и практически ровный пол багажного отсека. Моторы на ML те же самые, что и на других авто марки Mercedes в те годы. V6 и V8 вполне удачных серий M112 и M113. Встречается и рядная четверка M111 и дизельные моторы серии OM612 и OM628. Откровенно неудачным среди них можно считать лишь большой дизель 628 серии. Его топливная аппаратура склонна к переливам, а головки блока к растрескиванию. К тому же забивается EGR и впускной коллектор, да и скомпонован он не лучшим образом. Маленькая рядная бензиновая четверка 2,3 литра плоха только тем, что ее 150 лошадиных сил откровенно не хватает для тяжелой машины, даже с механической коробкой передач. Ресурс этого мотора при установке на ML все равно очень большой. Основные проблемы чисто возрастные. Моторы серии M112 и M113 встречаются чаще всего. Машины до рестайлинга можно найти в вариантах с M112 объемом 3,2 литра и V8 M113 объемом 4,3 литра. А рестайлинговые V6 получили еще дополнительный вариант объемом 3,7 литра, а на V8 поставили более мощный объемом 5 литров. В 2000 году появился ML55 AMG с мотором 5,4 литра той же серии. Большинству водителей мощности V6 объемом 3,2 и 3,7 литра хватает, там 218 и 235 лошадиных сил соответственно. Моторы V8 это уже как минимум 272 лошадиные силы у дорестайлингового ML430 или 292 лошадиные силы у ML500. У версии AMG мощность составляет всего 347 лошадиных сил. Все моторы с алюминиевым блоком, 3 клапанами и 2 свечами на цилиндр.
У них нет фазовращателей, сложного впуска и прочих новомодных систем. Давно известный по другим моделям дизельный агрегат 2,7 литра устанавливался в процессе всего производства модели, поэтому и на нашем рынке остается самым популярным вариантом. Несмотря на топливную систему Common Rail, он способен пробежать более 500 тысяч километров без намека на капремонт, но при своевременном обслуживании. Если с силовыми агрегатами и на доистайлинговых машинах все было относительно неплохо, то автоматическую коробку передач пришлось дорабатывать. На рубеже веков межвальная втулка в автоматической коробке передач, которая могла разбиться и к 100 тысячам километров, была заменена игольчатым подшипником. В раздаточных коробках до 1999 года выпуска блок управления нередко подклинивал. Позже его модернизировали. Трансмиссия Mercedes AML делит крутящий момент между осями поровну, а система Formatic ETS заменяет блокировки межколесных дифференциалов, подтормаживая буксующие колеса для перераспределения крутящего момента на те, которые имеют лучшее сцепление с дорогой. Правда, этот электронный имитатор на доистайлинговых версиях срабатывал с запозданием. Буксующее колесо успевало зарыться. После 2001 года система Formatic ETS стала работать быстрее. В общем, по трансмиссии рекомендации просты. Чем младше машина, тем лучше. Ходовые качества Mercedes AML можно назвать компромиссными. С одной стороны, это довольно динамичный кроссовер с независимыми подвесками, и рулится он довольно неплохо. С другой, у него все же есть рама, за счет чего в сравнении с тем же BMW X5 и крена в поворотах, и управляемость не такие уж легковые. А с третьей стороны, у ML есть понижающая передача, что позволяет ему увереннее чувствовать себя на бездорожье средней тяжести. Так что, если вам нужен именно такой компромиссный внедорожник, Mercedes-Benz ML в 163 кузове может стать хорошим вариантом, но только рестайлинговый. А с вами был канал Илья Автоклуб. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч!